Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Какой тебя видят мужчины в данную минуту? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, не забываем, девочки, мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что тут у нас? Такие карты. Сплетни, вечная невеста. Сейчас будем все читать. О чем это? Кому тут вы покоя не даете? Так. Сейчас будем уточнять. Вообще у меня карты тут, смотрите, какие. Карта принцесса. Это авторская колода, но это карта сравни похожа. Считывается императрица. То есть всем хороша. Ну, принцесса, красивая, умная. Все замечательно, да. Но навыки, способности, таланты, все присутствует. При этом, девочки, с одной стороны, карта счастья, да, говорит мне о том, что само по себе вы счастье для многих. Общаться с вами — это счастье. Общительная, лучезарная, оптимистка. В идеале. Сейчас я буду тут докладывать. Это то, что у вас есть, то, что у вас заложено, то, какая вы умеете мелочам радоваться. Там элементарно, уже не знаю, блики на воде какие-то солнечные. Там распустился, как одуванчик распустился. Идете весной, видели этот одуванчик и рады, и счастливы, замечаете это все. Людям радуетесь. Это энергетика ваша. Но с этой стороны у меня карта ограничений. Ой, у каждого свои ограничения, да. У кого-то это, к сожалению, физические там недуги, временные болезни, да, у кого-то это проблемы с близкими, родными, то же самое может быть со здоровьем у них. У кого-то ограничения материальные, у кого-то это ментальные ограничения, те, которые не дают нам самим наши крылья расправить, да, смелости набраться, где-то рискнуть, что-то новое начать для себя, дать себе новые шансы, возможности. Ну вот как-то мне так показано. Сейчас я уточню. Первая карта у меня вот странная какая-то карта. Тут сплетни. Это вокруг вас сплетни? О чем это вообще? О чем это вообще? У кого-то сплетни по поводу выбора мужчины, да, давайте так. У кого-то вообще какие-то сплетни вокруг почему-то вашей семьи, может быть, близких даже. А вы, судя по этим картам, ну, старайтесь вообще в это не вникать, карта освобождения, не терять на это ни время драгоценное, ни энергию, да, освобождение. Как будто от этого далеки, принимайте как должное. Сплетни чего конкретно, может быть, даже касается у кого-то вот именно выбора вашего, там, я повторюсь, мужчины, это выбор, у кого-то лабиринт и карта лабиринт и клевер. Я это считываю, как будто бы могут обсуждать, если это с вами связано, ваши какие-то возможности, способности, может быть, шансы новую жизнь начать, желание выйти из какого-то тут лабиринта, я буду считывать, может быть, какой-то сценарий жизненный, да, уже у вас сложился он, да, а вы пытаетесь там улучшить, да, кто-то там карьеру строит, может быть, с новым партнером каким-то тоже отношения пытаетесь выстроить, кто-то пытается реанимировать старенькие, ну не старенькие, некрасиво сказала, да, прежние.
У всех разные варианты, да. Тут карта лабиринт и клевер. Это вообще история о том, что вас видят женщины, которая не успокаивается. В хорошем смысле. Опять-таки ищите пути выхода из этого лабиринта, из каких-то непростых ситуаций. Вот, и вот как будто бы вот вы постоянно на языке у кого-то. Вот, а ты знаешь, вот, а у нее там то, а она там то начала что-то чем-то там новым занята, с кем-то новым там, может быть, какие-то отношения, то ли рабочие выстраиваете, то ли личная жизнь. Ну тут вот так, как будто бы постоянно вы на этом, на языке у людей. Ну, это здорово, они обсуждают только тех, у кого ничего не происходит, да, или кто живет скучной, неинтересной жизнью. Со стороны этим людям, которые вас обсуждают, тут женщины в основном, кажется, что у вас тут постоянно какой-то движ, что-то новенькое происходит, вот такое. Так, это вот о чем. Но это, девочки, как будто со стороны. Многие из вас скрывают то, что вот эта карта Вечная Невеста и рядом карта ограничения. Опять-таки, Вечная Невеста, это авторская колода, это карта женщины, всем, она всем хороша. Карта так считается. Правда, тут и с интеллектом все в порядке, и внешние данные. Все замечательно. Единственный нюанс этой карты, это женщина, у кого-то это заниженная самооценка, да, желание заслужить любовь, быть удобной, желание, знаете, вот предложение есть, предложение там рабочие, да, какие-то, у кого-то это в личной жизни, и она соглашается на первое предложение, так как недостаточно уверена в себе, недостаточно, хотя и тут и компетенция, я же говорю, и интеллект, все в порядке у вас, где-то как будто бы боитесь, что и этих шансов не будет. Может быть, у кого-то с детства это идет. Ну, ладно, не будем на этом останавливаться. Тут, видите, карты какие. С одной стороны, карта идет расходы, тут карта лестница вверх и карта привязанность. Перспективы есть потенциал, все есть. По этой лестнице вверх можете достигать многого на самом деле. И силы пока есть. У кого-то есть, девочки. Но тут как будто бы руки связаны, и тут карта этих ограничений. Отчасти сами можете, отчасти даже можете оправдывать страх, да, боязнь неудачи, страх начать что-то новое, рискнуть. Боитесь даже потерять то, что есть. Это касается, может быть, рабочих взаимоотношений, личной жизни. Так, вот такая у меня девочка. И тут последние карты, карта счастья. Умеете радоваться жизни, сама по себе такая солнечная, но, уже не знаю, какие-то метаморфозы тут происходят, то ли временно сердечко замораживаете, и карта одиночки. Я не вижу тут прям негативного какого-то, как будто бы вы сделаете сейчас выбор в сторону, может быть, самой себя, вам самой собой комфортно. И как будто особо вы не настроены это сердечко пока то ли размораживать, то ли доверять кому-то новому, доверяться, да. Как-то мне так. Это скорее как болезненный опыт, желание где-то обезопасить свое сердечко. Может быть, вот эти рамочки границы выстроить, может быть, даже это защитная реакция у кого-то, да, вот так вот мне идет. И вообще карта одиночки. Вы можете окружены быть веселой толпой, подружками так называемыми, да, близкими людьми, тоже так называемыми, но одиночка мне вышла. Какая-то такая у меня сигнификация вышла ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Вы глазами мужчин, да? Какой тебя видят мужчины в данную минуту? Прям вот так вот и будем читать. Какой вас видят мужчины в данную минуту? Все же меняется. Все течет, все меняется. Какой вас видят мужчины в данную минуту? Может, это вас подтолкнет для каких-то, уже не знаю, каким-то умозаключением, выводом. Какой тебя видят мужчины в данную минуту? Может, будет полезно вам этот расклад, надеюсь. Кому-то для чего-то. Ой, возьму эротическую. Правильно? Правильно. Неотъемлемая часть нашей жизни. Прекрасная часть.
Так, какой вас видят? Так, какой тебя видят мужчины в данную минуту? Так, даже две. Для того, чтобы эротики хватило в жизни, да? Лишь бы не порнография. Ну ладно, кому чё. Ладно, кто что заказывал. Так, какой вас видит? Начинаем. Так, какой тебя видят мужчины в данную минуту? Ух ты! Ух ты! Ё-моё! Сейчас. Угу. Мужчины какой вас видят? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Интересно. Первую карту буду докладывать. Тут все более-менее понятно. Вас, кстати, мужчины и считывают. Замороженное это сердечко, то, которое в сигнификации выходило. То есть они вот это хрустальное ваше сердечко понимают. Тут взаимосвязь. Как будто бы мужчины считывают вас, что в вашей жизни, тут первая карта идет как депрессия, и видите, следующая карта транжиры, мужчина, который банкнотами разбрасывается. Вряд ли, конечно, они думают, что вы тут, ну не знаю, прогуляли, прокутили там трехкомнатную квартиру, там своей тетушки, там, или наследство какое-то, или вы транжира прям такая, хотя кто-то может про вас и думать так, ну это малая доля, да. Могут мужчины, кстати, думать, что вы можете сорить деньгами, как-то их очень, как это, ну, в общем, нецеленаправленно тратить, я имею в виду не на какие-то там глобальные цели, а там, ну, не знаю, на какие-то капризы свои женские. Ну ладно, не будем на это акцентировать, на то они и мужчины, чтоб так думать, ладно. Тут карта, скорее всего, сочетание. Многие мужчины понимают, что в вашей жизни вполне возможно был тяжелый период, где вы могли действительно вкладываться в отношения, ну, где-то как растворяться даже, да, может быть, в партнерах, в семье, в друзьях. Вот тут вот какая-то такая позиция, вот, ну, видите, транжиры, да, ну, давайте так считаем, это человек, который ресурсы свои раздавал, ну, энергетические ресурсы, может, временные ресурсы. Могут вас воспринимать женщины, которая в прошлом, это давайте так вот я считаю, в прошлом могла прям, ну, в хорошем смысле, да, слова служить своей семье, может с головой уходить там, ну, не знаю, тут скорее уже работа, но тут не работа, тут скорее всего это взаимоотношения, вот какая-то тут эмоционально-чувственная сфера, вот тут так. И вы слишком много этого всего отдали, может быть, поставили на кон, может быть, в приоритете для вас были вот эти вот взаимоотношения, вот как-то так вот. Но от этого тут, может быть, и пострадали, да, в свое время. Тут вот так вот. Поэтому вы, как защитная реакция, это считываю. Карта вот эта вот, замороженного этого сердечка. Вы сейчас выбрали для себя такую тактику, стратегию. Может быть, опять-таки, ни с кем не сближаться особо. Может быть, даже где-то как недоверие считывают мужчины. Желание, повторюсь, обезопасить себя. При этом видят вас красивой, ухоженной. Тут карта госпожа. Женщина, которая вот наряду с вот этой картой, ну это же замороженное сердечко, это же какая-то дистанция, да, отстранение, холод. И госпожа это тоже, я не буду тут считывать вашу там надменность какую-то. Почему? Потому что рядом карта собака. То есть все вместе сочетание, это они вас видят женщина, ну, которая транслирует внутреннее достоинство. Где-то не переходи там на какие-то рамки мои, да, не нарушай мои границы. При этом довольно-таки, ну, по карте собака, в принципе, дружелюбная, да, в принципе, открыта для общения, но не, как вам сказать, общение не фамильярное, да, вот так вот мне идет. Вот какое-то вот внутреннее достоинство, вот прям мне такое идет, как женщина, которая старается сохранить себя, может быть, собрала себя по кусочкам, вот. Сейчас в процессе там как вот становление какое-то,
заново, как личности. При этом тут такие карты. С одной стороны, карта собака — это дружелюбие, да, открытость, да, искренность. С другой стороны, тут у меня идет карта ссора. Я уже не знаю, сейчас буду докладывать. Тут следующая карта — старость, отшельник, эрос. Уж не знаю, девочки. Давайте я буду докладывать, потому как это тут странно можно прочитать. Со следующей карты сочетание такое бомбическое. Конечно, я могу это прочесть. Тут я и эрос карта, и маска. Я могу это так прочесть, что в принципе многие из мужчин считывают вас, что это всего лишь, ну, как маска, которую вы носите, да? Это вот, в смысле, что именно? Отстранение ваше, вот такое как будто бы желание, это как желание контролировать, желание, опять, может, обрести контроль над своей судьбой, над какой-то ситуацией, да, которая вокруг вас происходит. Как будто бы вы не хотите, может быть, слишком доверяться даже, да, кому-то, ну, там, мужчине какому-то новому, который, может быть, пытается войти в вашу жизнь или как-то завязать с вами, не знаю, какие-то коммуникации. Но вас считывает по карте отшельник, это мудрость, но тут же и опять дистанция. Но это все они считывают, как будто бы ваша маска. На самом деле вас воспринимают по карте Эрос привлекательно. И женщина, которая манкая, и она знает о том, что она привлекательна для мужчин. У вас вот эта вот такая женственность, есть сексуальность, сколько бы вам ни было лет. Может быть, многие еще даже как-то тут, знаете, как анализируют. С одной стороны, карта тут ссора, не знаю, старость, отшельник, такие карты странные. Может быть, кто-то для себя уже после неудачи в личной жизни, там ссора, может быть, с кем-то была, да, где-то обесценивание, в это как предательство кто-то мог считать. Разочарование, в принципе, в мужчинах могло произойти. И тут кто-то для себя прям мог в сердцах даже так подумать и сказать: да ну их вообще нафиг, извините, мужчины, ну вообще не надо мне это, у меня есть чем заняться, у меня там есть моя яркая жизнь без мужчин. Там у кого-то детки, у кого-то карьера, хобби, в принципе. Тут как будто бы кто-то принял для себя такое прям решение, что лучше никак, чем как-нибудь. То есть не хочу я свою жизнь спускать, ну, по карте отшельник, тут эрос, вообще мужчин не хочу, одни проблемы. Кто-то так прям вот прям тут мог так подумать, сказать, и мужчины это считывают. Но в то же время они уверены в том, что то ли вы передумаете, то ли это маска всего лишь. На самом деле вы не такая, вы слишком живая, вы слишком чувственная для того, чтобы навсегда закрываться. Вот тут как-то так. Но они вас видят, наряду с этим, видят вас женщина, которая на самом деле может сама очень много, чуть ли не все. Тут всадница земли. Тут, видите, изображена девушка на этой лошадке, и она тут сама эту изгородь может починить. Ну, как минимум, держится в седле. Это история о том, что вы и правда без мужчин, без поддержки, вы проживете и прекрасно проживете. Но вот это вот какой-то у вас, знаете, как, ну, не знаю, как это сказать, это не нет, это как, ну, как качельки какие-то. Вот я не знаю, у меня какая-то двойственная картинка. С другой стороны, они 100% для себя уверены и понимают, что при всем при том, что вы тут проживете, и нормально, и вы ресурсная, и все прекрасно, и вы под контролем все держите. Но на самом деле эта женщина создана для любви. Вы вот такая, туз кубков. Эта женщина, тут понятно, привлекательная, сексуальная, и все, и от вас эту энергетику даже считывают мужчины, как бы там ни было, как бы вы тут за этим отшельником не шифровались, или осознанно там даже, может, не хотите даже привлекать внимание. Хотите слиться с толпой, такое тоже бывает. Но это у вас есть все равно, это манкость женская. И тут по тузу воды это привлекательная женщина, женщина эмоциональная, женщина, ну, 100% женщина, что я тут рассказываю. И туз воды – это шанс в любви. То есть такой женщиной вот брать именно шансы в любви. Тут высокая ваша оценка.
Так, вот тут карта желания, маска. Ну да, я это буду считывать, тут как будто бы это ваша маска, защитная реакция. Желание может быть сейчас прожить еще такой опыт, где вы стараетесь сами своей судьбой управлять, или делаете попытки, или не хотите там, дабы вам навязывали какие-то ваши сценарии. Вы хотите прожить свою жизнь по собственным правилам. И последняя карта, я должна это озвучить, наряду с вот этой вот картой туз воды. Видите, тут чувственная какая женщина, тут губу закусила, такая вся прекрасная, распрекрасная, да, шансы в любви. Вот с вами тут и брать эти шансы. Но следующая карта интересна, ее считывают иногда как женщина, которая знает себе цену, женщина, которая не согласится на какие-то, ну, как вам сказать, предложения, проекты, которые не будут, может быть, для нее материально, если вам это будет материально невыгодно, если вы будете там страдать от этого, вы не согласитесь. Это о чем? Это о том, что если вам встретится какой-то там, уж не знаю, Иннокентий, пьющий, ярко выражено, да, давайте так, и нищий, ну тут я, девочки, говорю как есть, я стараюсь это чуть-чуть завуалировать, но в принципе, давайте так, вы меня иногда упрекаете в том, что я пытаюсь смягчить. Многие вас считают женщиной, для которой очень важно материальное положение высокое, чтобы было у мужчины. То есть нищий студент, тем более проблемный, вам не нужен. Ну правильно, зачем, кому это нужно? Проблемный, да? Они мало кому нужны. Тут как будто бы любви, по большому счету, там, может быть, вы даже и хотите, они считывают, но у вас есть четкое видение, кого вы хотите рядом с собой видеть. Тут не зря изображена эта девочка в виде такой, как паучиха, да, это, ну, так как есть. И у нее множество этих лапок. И эти лапки, они одеты у нее тут в шикарные ботиночки, в шикарные чулочки. То есть у вас запросы еще те, ну, это и классно, и здорово, но вас так мужчины считывают. Женщина ухоженная, женщина знает о том, что, да, что ей нужно, чего она хочет, к чему стремится. Ну, и имеете тут как будто бы какие-то вот свои, ну, не знаю, как насчет требования, тут, наверное, не требования, ну, как, хотел сказать, перечень каких-то, допустим, качеств, которые должны быть у вашего избранника. И опять-таки это отчасти касается его, может быть, вложений материальных. То есть, если будет мужчина там скряга, который все полностью, там, уж не знаю, экономит на всем, да, вряд ли вы к себе такого то ли подпустите, если изначально это будете видеть, да. Но тут как-то так. Они видят вас чувственной, да, прекрасной, но при этом очень здравомыслящей, и это здорово. И при этом женщина, которая на самом деле знает себе цену, которая не будет тут, знаете, распыляться и уже себя тут раздавать, вот так вот, раздаривать не будет. Ну, вот такой у меня сегодня расклад получился, девочки. Вот такая вы сейчас глазами мужчин в данную минуту. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.